Всем привет! Вы на канале Рукоделие и путешествий. Меня зовут Юлия. И сегодня я представляю вашему вниманию новый джемпер. Джемпер из льна, который я назвала «Вечерний Киев». Ну вот так. Вот так я его увидела, так я его назвала. Я из Киева, поэтому я могу назвать так. И джемпер. И конфеты такие есть очень вкусные. Ну и теперь будет вот такой летний джемпер из льна. Вязание здесь очень простое, элементарное. Это лицевая гладь, небольшой жаккард и спущенное плечо сверху вниз. Все. Это все. Два цвета. Натуральный лен и черный лен бобинный. Обработка резинка 2 на 2, длинный манжет и тут широкая резиночка внизу 2 на 2. Вот такой у меня вечерний Киев. Этот джемпер можно носить и как нарядный вечером. Например, тут у меня такое, конечно, не очень нарядное украшение, но можно более что-то такое надеть массивное. И серьги массивные. И будет красиво. Здесь подойдет и золото, и серебро. И если низ тоже одеть вниз черные брюки или юбку, будет как такой единый ансамбль, единый костюм. Вяжется просто, как я уже сказала, это жаккард фантазийный, я его сама вот так вот перебирала, а идею увидела в Инстаграме и у одной какой-то восточной, корейской, наверное, вязальщицы. Она там вяжет такие джемпера, у нее в разных цветовых решениях вот эти вот жаккарды, два цвета, и там у нее еще рукава в цвет кокетки идут. Вот, то есть рукава вот в цвет кокетки, в разных оттенках. Ну, у меня вот такой элегантный, легкий, очень приятный джемпер «Вечерний Киев». Далее в видео я рассказываю о том, как я вязала это изделие, рассказываю там по петлям, сколько набирала, как вязала, где убавляла, каким образом. Взвешу и измерю. Приятного просмотра. Такой вечерний Киев. Красивый, льняной. Пряжа – это остатки. Вот так у меня выглядит лен. В две нитки это какой-то очень-очень древний. Еще советский был у меня на бобине, наверное, черниговский. Какой-то льнофабрики еще советской. И это лен у меня бобинный. Ну, это какой-то такой хороший, качественный. Он такой поблескивает, очень классно. И тут в изделии вот он так поблескивает. Здесь добавление, наверное, какого-то еще хлопка, но в основном здесь лен. Это такой блеск от льна. Это остаточки. Из черного у меня связан еще кардиган ажурный, ажуром таким, как Кучинелли, а-ля Кучинелли, вот таким ажуром на молнии. Не кардиган, а бомбер. Какая-то нитка тут вылезла. Ладно, потом разберусь с теми вылезшими нитками. Вот такая красота. Сейчас покажу, где взяла идею. Я все время говорю, что это какая-то вязальщица из Азии. Вот она. Тут иероглифами написано, вот у нее такие изделия с рукавами, рукав в цвет вот этой кокетки. И у нее там они в нескольких цветах. Это я тут один только сохранила. Я не копировала этот ажур, жаккард. Я просто вот как от балды, что называется, из-за головы. И получилось, ну вот. Я не знаю, тут как это перевести, что это, как это. Мне нравится вообще работа этого дизайнера, автора. Очень красивые. Ну и вот такая идея. Ну, у нее там что-то ворсистое, шерстяное. У меня это лен. Поэтому совершенно другой вид. Вязание сверху вниз. Это спущенное плечо. Лен вот этот классический, не крашеный, он такой корявенький, и тут ничего не сделаешь, он такой и будет. Тут как ни крути, а как ни вяжи его, он все равно будет оставаться таким вот корявым. Что тут у меня повылазили нитки, надо их поправить.
Вот. Спущенное плечо, значит, набираю. Далее до проймы. Потом я тут в пройме добавила какое-то количество петель небольшое. И дальше ровненько по прямой вот этот вот так просвечивается полотно. Оно тоненькое, классное. Вообще. Здесь даже просвечивается вот где жаккард. Он обычный у меня с протяжками. Такой самый простой. У меня еще была идея в процессе, пока я вязала, в дневниках рассказывала. Здесь можно эти удлинить крючком, просто воздушными петлями провязать дальше. Вот эти длинные или удлинить какие-то сделать и вверх, и вниз. Это очень хорошая идея, так можно сделать. Я так не делала, но в принципе да, можно. И можно даже жаккард не вязать. Можно просто крючком вот эти штуки так провязать. Небольшой жаккардик здесь сделать, какой-то так, условно наметить. А все остальное сделать, допустим, крючком. Тогда не будет много протяжек. Ну, минус протяжек, конечно, в летней пряже, особенно если она из нескольких сложений, что тут цепляться будет там кольцом, еще чем-то. Да даже просто пальцем, ногтем можно зацепить и вытянуть нитку. Вот как у меня тут почему-то они повытягивались. Не знаю, откуда они тут у меня повытягивались так. Или при стирке, может быть. Но я не стирала, я только отжимала. Я постирала в тазу, потом отжала и отпарила. Ну и лен, конечно, нужно отпаривать. Обработка резинка 2х2 и манжет, и низ изделия, а горловину я обвязала крючком. Я посчитала, что здесь не нужна резинка. Во-первых, она была бы корявая из-за вот этой вот пряжи. Ну, во-первых, это распущенная. Во-вторых, она в принципе не держится, там никакая резинка. Мне хотелось именно натурального здесь цвета. И я обвязала 2 рядами без накида крючком просто. 2 или 3. Оно хорошо держит форму, оно не растягивается. Оно держит этот лен, держит всю конструкцию как бы. И это хорошо. Так что крючок здесь очень кстати была эта обвязка. Ну вот так симпатично выглядит этот жаккард. Переднюю часть продемонстрировала. Вот спинка аналогично. Все просто вот как сначала там через 5, через 7 меня по одной петле включила. Провязала изнаночный ряд точно так же. То есть в изнаночном ряду я не делала новые включения. Да, то есть в лицевом ряду добавляла, в изнаночном провязывала по узору. Далее в следующем там, через 2 ряда добавляю между ними. И через 2 ряда еще добавляю и так далее, а затем наоборот. Ну вот, получился такой классный жаккардик. Вот так. Теперь по петле, ну так вот поближе. Вот. Так быстро я связала этот джемпер, так меня, в общем, захватила эта идея, я не могла остановиться. Идея была какая? Идея была весна. Весной я думала себе связать что-то интарсией. Но интарсию я связала потом, попозже. Вот, значит, идея была. Но интарсия переросла в жаккард. Спущенное плечо, лен бежевый и черный, спицы номер 4, обработка спицы 2,5. Набор спущенное плечо, резинка 2х2. Здесь вот все у меня нарисовано. Спинка набираю 120 петель, разделяю на 3 части по 40, делаю скос плеча по 5 петель, на 8 разворотов. И на горловине сделала углубление 1, 1, 2, 3 разворота. И вяжу до подреза. Сейчас посмотрим спинку. Вот она спинка. Здесь я делаю по 5 петель разворота, здесь вот 1, 1 и 2. И все, и дальше пошло ровно. Ну, выделяю здесь петлю маркером. Сначала одно плечо уголочек, потом перехожу второе, а потом уже вяжу. Сначала делаю скос, а потом перехожу на ровную часть. Довязываю спинку до подреза. Через какое-то
небольшое расстояние от набора начинаю делать жаккард. Померяю от вот здесь от набора, где спуск плеча. Ну вот приблизительно 6 сантиметров от набора. Я начинаю делать первый жаккард. 5 петель, потом черная, тут между ними 6 или 7, черная, 5 петель, черная, 5, 6, 7, ну и вот так, по одной петле. Сначала на большом расстоянии друг от друга, первые петли. Вот тут нужно очень внимательно и аккуратно вязать, потому что очень большие протяжки в начале. Вот они, вот здесь протяжки, они большие. Еще серый не заправила хвост. Вот. Ну, я еще не надевала, что надо тут поправить то, что повытягивалось. Так. А что у меня передняя часть не написана? Ладно, сейчас опишем переднюю часть, спинку, да? Потом я набираю переднюю часть. Переднюю часть я набираю по плечевым скосам. Значит, передняя часть. Набираю. Так, это спинка была. Вот передняя часть будет у нас. Вот так. Так. У меня в общей сложности будет те же 120 петель. Только тут я набираю 41 петлю по плечу. И делаю скос 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Да? 41 петля. То есть разворачиваюсь. Вот это. При этом вот здесь я вяжу ровненько. Да? Вот тут ровно, а тут я делаю развороты. Вот так. Дохожу до этого места. И здесь привязываю, да, тут тоже будет 41, 38 петель, ну, чтобы было всего 120. Пока что у меня вот эта часть привязала 38 петель. Ну и здесь делаю закругление горловины. Здесь у меня, кстати, оно небольшое. И здесь можно посчитать. 1, 2, 3, 4. 4 по 1 и где-то 2 по 2. 1, 2, 3, 4, 2, 2. Это получится сколько у меня? 4 плюс 4, 8. И значит 8 будет с другой стороны, а между ними будет 22. Да? 38 минус 16, 22. Значит, что я делаю? Вот тут я набрала 38 петель. Делаю углубление, закругление, да, добавляю сюда, вот так, сюда. Соответственно, вот тут вяжу, теперь тут вяжу ровно, а тут плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1, 2, и вот до этого места довязываю. Здесь обрезаю пряжу. Набираю второе плечо. Аналогичным образом делаю скос. Вяжу ровно. Присоединяю эти петли, которые уже набранные 38. Сделаю здесь закругление. И перехожу на вязание на всех петлях. Ну, одновременно здесь я делаю жаккард. Уже, да, уже после горловины. После выреза горловины. Вот так. Я оформила вырез. Провязала тут буквально 4-5 рядов и начинаю делать жаккард. Ну, он приблизительно на той же высоте, что и на спинке. Тут можно не ориентироваться на спинку, тут можно сделать как хочешь. Они не обязательно должны совпадать, передняя часть и спинка, в принципе, так же, как и у меня. Но у меня здесь приблизительно они одновременно начинают. Ну, я же вижу, я же пристегнула к спинке, я же вижу, где у меня начало жаккарда. Вот. И я точно аналогичным образом начинаю вязать подобный жаккард и на передней части. Все это вяжу. Здесь, конечно, неудобно, что это жаккард двухсторонний, и он на тех деталях, которые вяжутся поворотными рядами, но ничего. Далее довязываю до подреза. Вот. Набираю в подрезе 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. 6 петель. Присоединяю спинку. Значит, у меня получается корпус 120 плюс 120 плюс 12. И итого 252 петли. И на них я вяжу лицевой гладью до резинки. Просто до обработки. Затем перехожу на резинку 2 на 2. Тут у меня широкая обработка. Можно ее сделать любой, можно вообще не делать. Можно сделать вот такой узенькой, коротенькой. Если это лен,
Тут не держится резинка, поэтому это просто формально. Здесь она оформляет просто низ изделия. Так, резинка 2 на 2. 2 на 2, спицы 2,5. 2,5. Корпус готов. Перехожу к манжету. Рукав. На спице 2,5. Я набираю петли по кругу. У меня здесь передняя часть и спинка совершенно одинаковые. Здесь можно было сделать, конечно, выточку. Я ее не сделала. Ну, наверное, надо было. Но я что-то я так быстро вязала. Я ее не сделала. Ну, ничего, тут изделие по ширине, оно нормальная свобода облегания, поэтому без выточки, в принципе, здесь я обошлась. Но надо было бы сделать. Так что тут на лицевой глади, на полотне это сделать легко. Обработка рукава у меня идет с небольшой головкой. Вот, то есть этот манжет у меня связан с головкой. Если вот так приложить, вот так, да, вот тут ровно, вот. А здесь у меня головка. Где-то половина всего манжета это головка, если посмотреть по самой широкой части. И вяжу я следующим образом. Я набираю 100 петель. Из каждой кромочной 2 петли. И потом у меня разделяю на 2 части. То есть тут 50 и тут 50 от вершины, от шва на 2 стороны. С 50 с одной стороны, 50 с другой. Я здесь на вершине сразу делаю 2 лицевых. Вот так. У меня здесь вот, ну, то есть одна лицевая в эту сторону, одна лицевая. А далее пойдет 2 на 2 обработка. По 6 петель. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Вот так. Чик-чик-чик-чик. И я постепенно здесь увеличиваю до круга. И тут в конце у меня 8 петель. 7 раз 6 и в конце 8. Тут 8 петель. 6, 6, 6. И тут 8. Там, где подрезик, уже тут на пол подреза и кусочек от корпуса. Все. И потом по кругу довязываю буквально здесь сколько? 5 сантиметров. Вот под подмышкой здесь, да, в шве. 5 сантиметров в районе подреза. Сверху, там, где плечевой шов, там было 5, ну, а здесь 10, да. 5 сантиметров это головка. И 5 сантиметров просто уже довязано. Закрываю петли. Горловину обвязываю крючком, наверное, 2,5. Номер 2,5. 3 ряда петель без накида. Да, и все. Ну, соответственно, тут я в петли попала, там мне набор. А здесь уже как-то в каждую кромочную 2 петли, 2 столбика. Все готово. Все готово. Теперь что тут еще надо измерить мне? Мне надо измерить вот здесь высоту вот этой вот ровной части. Но здесь она небольшая. Тут горловинка, кстати, небольшая. Тут всего лишь 6 сантиметров. Вот эти 6 сантиметров, вот пока я делаю скос плеча, я здесь вяжу ровно. Когда довязала скос, здесь добавила, набрала петли. Закруглила, остановилась. Связала второй, набрала второй, пока скос вяжу здесь ровно, присоединила, закруглила, все, пошла вязать дальше. Вот так. Просто красиво, необычно. Вот такой вечерний Киев получился. Красивый. Мне кажется, что это было бы еще классно с пайетками. Вот, допустим, верхнюю часть сделать с пайетками. Но что-то у меня вообще в наличии нет пайеток. Я как-то их не покупала, не интересовалась. А если здесь еще были бы пайетки, это было вообще круто. Именно в кокетке. Но мне как-то идея с пайетками не пришла в голову, потому что я же ориентировалась на то, что я увидела
в Инстаграме или там в Фейсбуке, и я как бы увидела, о, класс, и там пайеток нет, и мне не пришло в голову, что можно пайетки или люрекс. Но тогда бы это было нарядное. Весит этот джемпер, футболка из льна 275 грамм. Легкое изделие, такое воздушное, прозрачное. Вот такое. Классное. Супер. Очень, очень классный этот лен. Такой прям. Вот этот черный. Я не знаю, какой здесь артикул, что это за производитель, но я уже второе изделие связала и очень-очень рада. Параметры. Здесь в районе груди, значит, у меня 58 сантиметров, ну это стандартно, 58-60 приблизительно я вяжу, если такая обычная стандартная свобода облегания. В длину не длинный, 60 сантиметров, ну тоже мой стандарт. Плечо 24 от обработки. Ну и манжет я уже измерила. По верхней части 10, внизу 5. Потому что здесь вывязана головка. Можно не вязать головку. Можно просто связать манжет и не париться с головкой. Ну, я уже так связала. Типа это рукавчик такой. Вот. Мне показалось, что так будет поинтереснее, чем просто связать манжет. Летний джемпер, футболка, вечерний Киев из льна готова. Получилось очень-очень симпатично. Такая прям летняя она. И летняя, и нарядная, и необычная. Очень классная. Жду вас на своем канале. Переходите в другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки. На канале много всего интересного, разнообразного. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.